Компактные наушники с отличной эргономикой, топовыми материалами, обширным функционалом, который включает в себя режим активного шумоподавления до 40 дБ, режим прозрачности, отличные микрофоны, беспроводная зарядка бокса для удобства, что удивительно для такого размера, да и в принципе стоимости. Водонепроницаемость IPX5. Помимо этого есть приложение с полной настройкой работы наушников, также есть регулировка громкости прямо с ушей, и не забываем про отличное звучание с возможностью настроить его под себя с помощью технологии Sound ID. Все это и не только ждет нас в наушниках под названием One More Comfobuds Mini. Перейдем же к обзору. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вы увидите обзор на новиночку. Новиночку, конечно же, как я люблю, ТВС-очку. True Wireless Sound наушники. Что это значит? Правильно, беспроводные. Подключаются они, разумеется, только по Bluetooth. Разумеется, это One More. Разумеется, One More, опять же, по моему мнению, это Xiaomi. Вы можете не соглашаться. Но когда во всех магазинах Xiaomi, в которых, правда, и Sony продается, висит One More, и они являются частично акционерами, я считаю, что это Xiaomi-ты тоже. Что мы имеем? Мы имеем перфорированный картон, очень приятная штука, не глянцевая. Понятно, что коробки продавать вы не будете, но вау-эффект определенный есть. Открываем. Все, как всегда, по красоте. Очень сильно наушники похожи по форме бокса на Pixel Buds. Они безумно маленькие. Бокс качественный. Крышка не люфтит. Кнопка получается на боку. Механика для сопряжения. По комплекту продолжим банкет. Кабель, документация и все. Есть маркировка left-right, и вряд ли вы сможете перепутать, но с одной стороны. С другой стороны, вот, допустим, сейчас я думаю, как их запихать. Первый раз нужно, наверное, будет тренить. Если говорить о примерке, они прямо утопают в моих средних ушах. Не вылетают, но амбушюры я бы поменял. Кстати, где мой комплект амбушюр? Следующий момент. Здесь у нас раз, два, три. Еще 3 пары амбушюр. Что еще? Можно сразу отметить, что здесь есть металлическая сеточка. Есть компенсационное отверстие. Вес у этой прелести получается один наушник 3,6 грамма без амбушюра. 3,8 грамма 3,7 с амбушюрой. Сам бокс у нас весит 35,5 граммов. В целом, цвет, блеск, красота, если брать во внимание, что они прям супер маленькие, матовый пластик, и выглядят они неплохо однозначно. Вопрос цены. Но цену всегда можете посмотреть по ссылке в описании. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, там больше 7500 человек, и телеграм-канал скидок. Я там рассказываю, как дешевле купить на Али. Не часто, но полезно. Полетели. В продаже 2 стандартных варианта расцветки. Это черный и белый. Зарядные кейсы изготовлены с пластмассы с софт-тачем. Дизайн привлекательный, тактильно бокс приятный. Материалы топовые, как и сборка. Форма овальная, габариты его составляют 50 на 56 на 24 мм. Бокс довольно компактный и в кармане не мешается. Из рук не выскальзывает, потертости собирает, но не моментально. На корпусе расположили надпись One More, LED-индикатор, хорошо оформленный разъем USB Type-C и кнопку сопряжения, которая издает глуховатый щелчок при нажатии. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка фиксируется в открытом состоянии, что хорошо. Шарнир пластиковый, но люфт у крышки минимальный. Хлопок при закрытии крышки приятный и звонкий. Внутри вся поверхность матовая, а в вертикальных местах под наушниками расположили по 2 контакта для зарядки в каждом. Также есть краткая информация мелким шрифтом и маркировка для левого и правого наушника. Наушники в боксе не гуляют, если попытаться вытряхнуть, то они вылетят, но нужно приложить усилия, так что магниты здесь хорошие. Емкость аккумулятора бокса 440 мАч, полный цикл зарядки по проводу занимает 1 час 33 минуты. Беспроводная зарядка стандарта QI на борту, что очень даже удобно. Наушники можно перезарядить от кейса полных 3 раза. Саморазряд у бокса не наблюдал, переходим к наушникам. Изготовлены уши из такого же материала, как и бокс. Дизайн минималистичный, по материалам вопросов нет, смущает только стык, который не особо-то постарались сгладить, но это не столь критично. Габариты миниатюрные, 15
12 на 17 на 18 мм. Посадка в ухе комфортная, при длительной носке дискомфорта не доставляют. Вдобавок под шапкой не мешаются, так как выпирают по минимуму. Далее, звуковод круглый и размеры его 6,5 на 2,4 мм. Сеточка металлическая, что очень даже круто. На корпусе расположили два контакта для зарядки, инфракрасные датчики автопаузы, маркировку, логотип, который, по моему мнению, в скором времени сотрется, по два микрофона на каждом наушнике и сенсорную панель. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, сброс ответа вызова и переключение между режимами активного шумоподавления, прозрачности и стандартным. На тапы откликаются хорошо, одиночного тапа нет и ложных срабатываний, соответственно, тоже. Не зря они одиночный тап убрали. Наушники же оснащены 7-миллиметровыми динамическими драйверами с графеновыми диафрагмами и двойной магнитной схемой. Сопротивление 32 Ома, активное шумоподавление по технологии Quiet Max от OneMo с тремя режимами работы. ANC Strong до 40 дБ. Конечно, полностью шум в метро не глушит, но, несмотря на это, работа ANC мне понравилась. К слову, если долго использовать его, то появляется небольшое головокружение. Также есть ANC мягкий и WNR для шумоподавления ветра. Режим прозрачности не раздражительный, что является отличным показателем. Его работа мне понравилась, посторонние шумы особо не увеличивают в громкости, собеседника слышно отчетливо. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переключение бесшовное, за что огромный плюс в карму OneMo. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Мультипоинта, к сожалению, нет и вряд ли появится. Датчики автопаузы отрабатывают отлично, и отключить их можно в приложении. Анимация при подключении к смартфону на борту вдобавок удобная. Озвучивание в наушниках системное, без голоса. Емкость аккумулятора одного наушника 34 мАч, полный цикл зарядки составляет 1 час 17 минут. Отыграли наушники на 50% громкости по кодеку AAC 4 часа 54 минуты, почти 5 часов. Быстрая зарядка на борту, 10 минут в боксе дают 1 час 17 минут воспроизведения музыки на 50% громкости по кодеку AAC. Вместе с боксом они могут прослужить до 19 часов, что очень даже неплохо. Водонепроницаемость только у наушников класса IPX5, я искупал их в проточной воде, по итогу с ними ничего не произошло. Функционал не пострадал, что особо радует. Но вам не советую подобное делать, так как этот класс защиты может обезопасить устройство только от мелкого дождика и пота. Далее, для удобства использования нужно установить приложение OneMo Music. Доступно оно как на андроидах, так и на iOS устройствах. В приложении функций достаточно. На главной странице с наушниками можно наблюдать заряд аккумуляторов наушников по отдельности и бокса в режиме реального времени, вдобавок в процентах, что очень даже удобно. Далее есть возможность переключаться между режимами активного шумоподавления, прозрачности и стандартным режимом. Настройки работы датчиков автопаузы, настройки тапов. Помимо этого есть еще функция Sound ID для настройки уникального звука под себя. Но, к сожалению, полноценного кастомного эквалайзера не предоставили. В приложении есть еще успокаивающие звуки и обновление прошивки. Наушники мне пришли сразу с последней прошивкой, что хорошо. Также, если нажать на значок OneMo в правом верхнем углу, то можно перейти к настройкам. Из интересного там есть включение-выключение обнаружения сна, которое после 40 минут автоматически отключается. Также есть прогрев наушников. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, почти последний, из кодеков на борту AAC и SBC. Через две стены не отваливались и фризов не было, что хорошо. Задержки на YouTube незаметны, а вот в играх, к примеру, PUBG Mobile, задержки не порадовали. Так их заметно прям хорошо, но играть можно, если вас это не особо волнует. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны с алгоритмом DNN для шумоподавления окружающего шума при разговоре показали себя довольно хорошо. При хорошем ветре, конечно, они захлебываются, что неудивительно. Есть небольшой перегруз, но в целом голос практически не искажается. Примеры вы сейчас услышите. Тест микрофонов беспроводных наушников OneMo ComfoBuds Mini в помещении. Притом помещение идеально сейчас создано для того, чтобы записывать ролики. Здесь же я вход записывал с распаковкой, поэтому можете сейчас оценить, насколько хорошо отрабатывает микрофон. Разумеется, тест будет еще и на улице, но всем, кто спрашивает, а как же микро тогда в помещении? Практически у всего микрофона в помещениях отрабатывают хорошо, но чтобы вы услышали, пожалуйста. И вот он, пример работы микрофонов OneMo ComfoBuds Mini. Рядом с дорогой, ветер просто лютый. Я не знаю, единственное, я спрятался за машиной и чуть-чуть более-менее закрывает капюшон. Что я могу сказать по поводу микрофонов? Мне и говорить нечего. Вы сейчас сами слышите, если я сниму шапку, то, скорее всего, вы будете слышать шум, но здесь, в принципе, разговаривать невозможно. И примерно так вас будет слышать собеседник, хотя он и не должен вас слышать в этих условиях обстановки. По ушам они настолько маленькие, что иногда забываешь, прям как AirPods рассказываю о том, что они в ушах. Очень удобные. И в целом, ну, решать всегда вам, а так OneMo прям молодцы. Не вылетают. Опять же, напоминаю, что у меня сейчас они в ушах с размером амбушюр стоковым L. Хотя обычно мне за глаза и за уши размера М у любых ТВСок. Смотрим. Звучание моего терпения пока хватило на прогрев одного из 4 раз. Спойлер, мне понравилось звучание даже из коробки. Но после одного 11-часового прогрева я заметил небольшую разницу в лучшую сторону. В стоковом звучании без Sound ID на 100% громкости каши нет. Запас громкости более чем достаточен. Звучание хорошо сбалансированное, оно чистое. Детализация для этого типа наушников, затычек просто отличная. Сцена ближе к широкой, чем к средней. Бас глубокий и насыщенный, средние частоты выразительные, но без акцента, при том, что средний бас в наличии. Повторяюсь, все частоты на своих местах, друг на друга ничего не заползает. Да, детальности может быть и не хватает, но это не прямо аудиофильские наушники. Вокал отыгрывают наушники хорошо, как и инструментал. Напоминаю, что наушники можно подстроить под ваши предпочтения с помощью технологии Sound ID, что делает их прямо универсальными. Думать не надо, эквалайзер не нужен. Звучанием я более чем доволен и могу рекомендовать их однозначно. Из минусов: нет кодеков высокой четкости, нет полноценного кастомного эквалайзера, нет мультипоинта, нет режима низкой задержки, из чего выходит один еще минус серьезненький такой, это заметные задержки в играх. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, как я уже говорил, по ссылке в прикрепленном комментарии. Пока выгодно покупать через Kiwi, то есть на Kiwi курс доллара 86, на Алиэкспрессе 92, недавно был 120, поэтому решайте сами, через что вам брать. Если что, инструкция в телеграм-канале по ссылке в описании к видео. Резюмирую, OneMo ComfoBuds Mini получились довольно интересной моделью за счет своих габаритов, удобства посадки, отличного активного шумодава и режима прозрачности. Вдобавок, звучание на очень достойном уровне. Напоминаю, что OneMo ComfoBuds Pro — это одна из самых топовых моделей, что я слушал, и это тоже, опять же, OneMo. Эти чуть-чуть, может быть, какими-то моментами не дотягивают, но, опять же, будут прошивки. Возможность подстроить под себя — это супер. Вдобавок, после прогрева все в лучшую сторону меняется. Разумеется, есть ряд минусов, которые я уже перечислил, но здесь дело за вами. Если YouTube заблочит, или правильнее сказать, когда заблочат, напоминаю, что я еще есть в Дзене и, разумеется, в телеге буду дублировать контент. Ну и не забываем про VPN, хотя обещали, что даже через VPN зайти будет нельзя. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.